И у кого оружие круче, тот и победит. А понравилось мне, один политолог сказал, говорит, я, ну, я не помню его, но, по-моему, россиян когда сказал это, говорит, если посмотреть на победителей Первой и Второй мировой войны, то победил тот, на чьей стороне была Америка. А здесь, в конфликте России с Украиной, Америка послала джавелин никому. Вот вам и ответ. Это просто вопрос времени. Да я сам, знаешь, я так вот сам для себя сидел и думал, и смотрел. Но здесь вот Америка не может там, или ЕС, или там кто, они не могут позволить себе проиграть. Во-первых, это будет пощечина всему демократическому миру, их ценностям. Там, где вот у нас вот свобода и все, и тут какой-то диктатор выиграл. Ну просто не может такого быть. Раз. Другое. Все потом понимают, если он там, Россия победит в Украине, ну значит что? Ну значит она пойдет дальше. Это тоже никто не может допустить. И поэтому они сейчас будут помогать Украине всеми возможными способами, чтобы война не пришла к ним. Да, тут какой-то, понятно, каждый в первую очередь переживает о себе, все это, там будем помогать, ну, чтобы к нам не пришло. Это все понятно. Да, не в ущерб себе. Да, не в ущерб, да, понятно, все это. Дальше, поэтому тоже Украину никто не оставит в этом плане. Никто не хочет, чтобы война пришла к ним. И все понимают, что если там это... Следующее. Каждая страна помогает по чуть-чуть в сферу своих возможностей, там все как, да. Вот. А Россия это одна, ну там 5 этих государств, там Корея, там Иран, кто там чего это могут. Ну а там санкции будут накладывать еще больше потом. Ну и сама страна жить, существовать во время войны она долго не сможет, потому что социальные непокои будут бешеные. Главное, Россия это не защищается. У нее нет, у ее граждан, этого мотивационного фактора. Вот эта вот пропаганда, которая раздута, но она там какое-то время будет раздута, работает или еще работает. Вот они ее должны накачивать, иначе, ну смысл. С Владивостока, там с этих же с островов позабирали, там с каких-то, как там говорится, острова я забыл. Ехать в Украину за 9 тысяч километров, какого хрена, что ты там забыл, на тебя за 9 тысяч тебя кто-то нападал, ты там выражал тебе, что ты мелешь. Вот, поэтому слабшие регионы сначала мотивационный фактор был деньги. Вот, ну и все, это не может быть до бесконечности. Потому что почему не хотят россиянцы менять обменный фонд, вот этот вот, пленных на пленных, почему не хотят менять? Потому что с ними надо что-то делать, когда приходят, забирают своих, значит с ними должна провести ФСБ беседу, как, чего, почему, ну все понятно, потом их надо как-то лечить, потом с ними заниматься, потом социальные выплаты и так далее, и так далее. Поэтому они неохотно идут. Раз, следующее. Сейчас вот эти вот социальные службы заказали 230 тысяч или 215 тысяч удостоверений родственников погибших. То есть для социальных служб, выплат, льгот и так далее. То есть это признание того, что такое количество уже погибло. Пусть оно там, потому что сначала было 14 тысяч, потом 90 тысяч они заказали, а сейчас вот 230. Там информация проскочила. Это показатель того, какое количество уже погибло. Это все же, опять же, их выдернули из экономики, они не работают, а теперь их еще социальные службы, тех, которые работали. Плюс там какая-то статистика выскочила, Минтруда или чего там, дефицит самых продуктивных людей от 30 до 39 лет сейчас наблюдается, потому что то, что призвали, это одна беда. А сколько уехало-то? Это же не так просто. Оно вроде как бы всегда дефицит рабочей силы был, специалистов, а сейчас-то уехали. А уехали-то лучшие, потому что которые понимают, нахрен им надо жизнь строить, жить и так далее. Ну а поехали воевать те, у кого денег вообще. Как-то у них там так вот сейчас не весело. Естественно, все это закрывается, все это завуалируется, все, чтобы
общественность не знала и не выходила эта информация. Ну, так мы живем в век технологий. Блин. Достаточно проверить не один источник, а 10 и сложить свою картинку. А потом ты уже сам для себя думаешь, что ты хочешь верить, а что не хочешь верить. Когда тебе раз говорят, два говорят, ну как там мне Юра говорил, да, было тяжело в это верить, все, ну, уже что ему врать-то, например. Ну и начинаешь потом понимать, что вот, да, вот действительно так. Так что так, у россиянцев там как-то. Оно встречается что адекватное. По этим я, ну, по чату лет, когда смотришь, я удивляюсь, как они там живут. Ну, с таким мышлением, да, что это все неправильно, а вот в этом стадии, вот в этом всем, это ж это когда ты у себя в квартире закрылся, да, что-то можешь как-то там это, а хочешь не хочешь, а все равно эта тема поднимается. Потому что там привезли, там пришел, там без ноги, там это. И кто-то еще где-то там смотрел, говорил, что это, говорит, пропивают деньги, говорит, деревня, говорит, пропивают эти деньги жутко, говорит. Он еще, говорит, в госпитале лежит, а его уже деньги пропивают. Жесть там. Плюс же сейчас будет демографическая яма. И так тяжело, допустим, там ребенка поднять, да, там у двоих там еще тяжелее. Вот. А теперь-то рождаемость упадет. И через 10, 15, 20 лет опять же это все отразится. Если до того момента Россия будет существовать в том виде, в котором она сейчас существует, если не распадется, что прогнозирует. А по статистике больше всего погибших это Тува, Бурятия и Дагестан. Самые такие нищие районы. Золкин же говорил на интервью, когда ему попадают, все это. Там как первые, которые попадают, там, да, мы не знали, мы были на учениях, туда-сюда. Он говорит, да, примерно так и было. 80% вообще не знал. Чего, говорит, командный состав знал, чтобы не возникало каких-то беспокойств. Все, они, говорит, когда зашли все. Вторая волна, говорит, была зэки. Говорит, я-то там, ну, как бы еще бы понял тех, которым там сидеть, допустим, год отсидел там или два, ему еще сидеть 15. Такой шанс. Можно. Говорит, как бы еще можно было понять, говорит, я не мог понять тех, которые месяц остался. Не то, что не мог понять, я не понимаю. А говорит, ну и говорит, не хочу никого обидеть, не это, а вот это, говорит, вот Тува, вот это самый нищий, самый бедный, говорит, вообще, говорит, не туда. Третий. Сейчас повернем. На следующий повернем. Он говорит, это, вообще, говорит, как разговариваешь, как будто у людей 2 класса образования. Ну, говорит, уровень детей. Вот здесь, да? Вот она. Они, блин, проехал. Комплекс. Как бы не разговариваешь вообще, не понимаю, он не понимает, где он, что он, зачем он, как, какие-то мотивировки, до этого. Ну, были же такие, что 2 раза уже попадали. Это, понимаешь, ладно, раз ты попал, да, это твое счастье. Ты 2-й раз, это уже все, это последний звоночек. Даже 3-го раза уже может не быть. Ну, а если... Тут где-то, наверное. Нет, уже едет просто по новой трассе. По новой? Ну да, вот по новой трассе 1,5 километра, сейчас повернем на то, на которую мы можем приехать. А мы посмотрим провинцию итальянскую. Желтый ставит красивый. Я сколько раз, вот, знаешь, там в сборе или с кем обсуждали,
как бы вот, ну, понимаешь, только деньги, да, там, вот этих вот, есть, ну, понятно, те, которые воюют, профессионалы, все за бабло, там, ну, наемники, это понятно. Сиская, там, какая вот, которые именно, они без этого жить не могут, как там, Вагнер был, все. И просто, это его способ жизни.